Тяжеловозные лошади – это самые сильные лошади в мире, которые способны перевозить очень тяжелые грузы, уверенно преодолевать суровые местности, включая заснеженные горы, каменистые склоны и даже густые леса. Эти выносливые и мощные животные хорошо переносят жару и холод, а также являются воплощением силы и грации. Они помогают людям обрабатывать обширные сельскохозяйственные угодья и участвуют в различных соревнованиях, оставляя нас в восторге от их красоты и великолепия. Посмотрите, на что способны самые мощные лошади в мире. Первые тяжеловозные породы появились более 200 лет назад на территории современной Западной Европы в результате скрещивания бельгийских брабансонов с местными породами орденами, битюгами и першеронами. Эти кони имели отличные рабочие качества и отличались привлекательным могучим телосложением. Лошадь-тяжеловоз – это крупная тяжелая лошадь, которая была выведена для работы в качестве рабочего животного, перевозящего различные грузы и выполняющего тяжелые сельскохозяйственные работы. До появления машин и современных инструментов, помогающих выполнять многочисленные задачи, лошади-тяжеловозы очень высоко ценились и были незаменимы для фермеров. По сей день упряжные лошади используются для множества целей, включая сельское хозяйство, лесозаготовки, вспашку полей, соревнования и другие задачи, требующие тягловой силы. Тягловая лошадь имеет чрезвычайно мускулистое телосложение, прокачанную шею, а также широкую спину с мощными задними конечностями. Эти лошади обладают спокойным, терпеливым и покладистым характером. Крупные и тяжелые кони в менталитете общества ассоциировались с признаками достатка и престижа их хозяев. Рабочие лошади всегда наготове. Они покорно служат своим хозяевам и готовы работать даже в самую суровую погоду. Тяжеловозные лошади легко берут на буксир самые необычные грузы, будь то лодки, корабли или даже крупнотоннажные вагоны, груженные углем. Даже трактор не всегда справляется со своей задачей, а тягловые лошади делают свою работу на отлично. Содержание большой упряжной лошади может быть дорогостоящим, так как питание должно включать первоклассный корм, подковку и ветеринарное обслуживание. Например, зрелые тяжеловозные лошади должны получать минимум 1,5% от их веса в виде фуража ежедневно, с общим потреблением от 1,5 до 3% от их веса в день. Сбалансированное питание – залог здоровья и силы. Обычно для лошадей достаточно высококачественного травяного сена или злаково-бобовых смесей, а также различных пастбищных трав в период роста. Когда животное хорошо питается, оно выглядит здоровым, сильным и всегда готово выполнять любые задачи.
Конюх, ухаживающий за лошадьми, выполняет сложную работу, которая включает смену подстилки в деннике, чистку лошади, седловку, а также кормление и поение. Обычно лошадь потребляет от 30 до 60 литров воды в день, а выполняя тяжелую работу в жаркое время года, может потреблять от 80 до 100 литров. Одними из старейших пород тяжеловозов считаются орденские, бретонские и булонские лошади, а также брабансоны, першероны и шайры. Тяжеловозные породы лошадей сыграли значительную роль в развитии многих теплокровных пород, популярных сегодня в конном спорте достаточно продвинутого уровня. Так со временем и появлялись свои породы тяжеловозов, которые характеризовались не только значительной силой тяги, выносливостью и покладистым характером, но и хорошей приспособленностью к местному климату и кормовой базе. Как уже говорилось, лошадей-тяжеловозов очень активно используют в лесозаготовках и лесных хозяйствах для вывоза бревен из густых лесов, где недостаточно места для механизированных транспортных средств. Эти сильные и выносливые лошади демонстрируют отличную результативность в работе. Наблюдать за тяжеловозными лошадьми в действии очень интересно, а также любоваться их несравненной красотой. На конных шоу и различных выездках можно увидеть самые красивые породы тяжеловозных лошадей. Там специалисты оценивают общий вид лошади, а также ее гармоничность. Берейтеры, специалисты по обучению лошадей и верховой езде, хорошо отзываются о тяжеловозах и говорят, что большинство тяжеловозных лошадей обладают послушным темпераментом, и хотя большинство тяжеловозных лошадей используется для езды в упряжке, на них можно ездить верхом. Часто они приходят на выручку в сложных повседневных обстоятельствах и проявляют свою огромную силу. Сегодня лошадей-тяжеловозов можно увидеть на парадах и конных шоу, а также на соревнованиях по перетягиванию и многих других мероприятиях. Небывалая выносливость, признание и покорность человеку, а также высокий показатель подвижности и энергичности – все эти характеристики делают тяжеловозную лошадь идеальной в сельхозработах. Как вы уже поняли, лошади-тяжеловозы – это не просто рабочие животные, но и целая история сельского хозяйства. Каждая порода обладает уникальными характеристиками, которые формировались веками. Несмотря на развитие технологий, тяжеловозы продолжают находить свое место в современном мире, напоминая нам о силе и выносливости этих благородных животных.
Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.